Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Давайте-ка заглянем в будущее. Сегодня такое необычное название. Что готовит вам будущее? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ну, кто бы удивлялся, ну, семейный до мозга кости просто. Но человек, вы настолько вот семейно ориентированный, что ну просто по самое не могу. Вы человек, даже, возможно, еще проигрываетесь таким со вспыльчивым характером. Это может проигрываться взрывной характер. Очень такой скрупулезно относящийся к деньгам. Может даже проигрываться то, что вы вот ожидаете, вот-вот должны какую-то сумму денег получить. Это либо зарплата, либо же там премия какая-то, да, может быть, кто-то долг должен вам отдать. Вы очень мечтательный, довольно такой в чем-то наивный. Смотрите, у вас проигрывается серьезный конфликт, либо же это расставание, разрыв с женщиной, которую вы безумно любили. Причем может проигрываться, что вы до сих пор общаетесь. Общаетесь, и снова у нас вот дама Пентаклей выпала. Женщина, которая любит деньги, которая любит красивую жизнь, любит себя, такая вся эгоистичного склада. Эта женщина, скорее у вас такая, знаете, она настолько любит себя, но опять же, она осталась в прошлом. Из-за этой женщины вы остались один. Вот вы остались один, хотя... Опять же, вот очень часто у нас, да, в раскладе проигрывается, что может быть такой момент желание примирения, вот ваше, да, помним, что это общий расклад, да, желание примирения, хотя вот как-то и держитесь вы, ну, в таких натянутых отношениях, ну, вот не можете вы ее выкинуть, ну, не можете, хоть даже вы сейчас еще, может быть, ссоритесь, ругаетесь, но вот не можете ее выбросить из сердца, из души. То, что вы мечтатель, то мечтатель, конечно. О чем вы мечтаете? Давайте-ка посмотрим, о чем вы мечтаете. О счастливых переменах в личной жизни и вообще в жизни. Вам очень хочется, чтобы у вас наладилась именно личная жизнь. Но опять же, смотрите, здесь проигрывается, одни из вас мечтают о новой женщине, у других проигрывается, что вы еще сомневаетесь, мириться, не мириться с бывшей. Снова наша дама Пентаклей выпала. То есть все-таки есть такие из вас ребятушки, да, на канале, которые меня смотрят, которые, ну, не могут ее вырвать из сердца. Вот не могут. Что бы она вам ни чудила, ни творила, вы все равно возвращаетесь в прошлое. Вот смотрите не в будущее, а в прошлое. Так, что еще происходит? Смотрите, также может проигрываться ситуация, что на вас было сделано магическое воздействие. Что за воздействие было? Здесь было через обман, через питье вам сделано когда-то, да? Мы не будем сейчас глубоко разбирать, что за порча это была, либо же привороты, отвороты, но то, что однозначно вам была сделана магия, и которая могла либо же по вашему самочувствию ударить, либо же могла, ну, как-то, вот знаете, подкосить ваши даже личные какие-то финансовые, может быть, рабочие дела. Напишите в комментариях, были такие моменты, что либо же вот резко как-то все начало идти плохо, да, вот все валится из рук, начинаются везде неудачи, либо же резко начало подкашиваться здоровье, да, вот такие моменты, которые, может быть, вас даже самих насторожили, это может как раз быть последствия вот этой вот ну, порчи, не порчи, да, это уже на диагностике надо смотреть, что именно, ну, именно вот негативной программы, да, вот. В вашей жизни были кардинальные перемены, причем эти перемены были судьбоносные. Что за перемены это были? Именно одиночество. Вот вы пережили в своей жизни такое драматичное расставание. Кардинальные перемены это как раз и касаются того, что вы начали жить один, без женщины, без любимой женщины. Хотя вот, ну, капелька надежды, конечно, есть в душе у вас. Надежда есть. Причем я вам скажу, что
В вашей жизни есть женщины, ну, вокруг есть женщины, которые смотрят на вас как, ну, на претендента на мужа, на будущего мужа, да? То есть вы нравитесь женщинам, которые хотели бы с вами именно вот серьезных отношений. Это не какие-то там девочки для романов, а именно вот вас рассматривает. Другое дело, что вы можете либо же как-то так культурно их отталкивать, потому что вам женщины эти не очень-то по душе, либо же можете даже не замечать особо, потому что, ну, как-то не то настроение. Так, что еще у вас в жизни происходит? Ну, опять же, да, вот из расклада в расклад у нас переходит. Либо же сейчас вот некоторые из вас находятся в таком убитом, разбитом состоянии, вот из-за женщины, из-за любимой женщины, с которой вы жили. Либо же вот недавно этот период был, но уже заканчивается, да, снова выпали императором. Я уже даже не удивляюсь, когда из расклада в расклад вы выпадаете императором. Поэтому смотрите, что бы в вашей жизни ни случилось, вы император по жизни, по характеру, да, то есть вы сильный физически, морально. Другое дело, что периодически судьба, да, вас наклоняет, нагибает, делает больно, это да. Но что бы ни было, вы всегда стойко держите удар. Вы никогда не будете там особо жаловаться, да, вы не будете какой-то, я не знаю, как говорят, размазнёй, да, вы всегда будете стойко держать удар. Но иногда, вот знаете, вот у вас могут быть такие мысли, что, боже, ну когда же эти уже проблемы закончатся, да? Когда же вот эти удары судьбы закончатся? Может так даже проигрываться, потому что, ну, знаете, иногда такое ощущение, что вас судьба периодически испытывает. Вот испытывает именно через боль, испытывает через какие-то проблемы, помехи, преграды, да? А вы, как настоящий император, вы это все стойко выносите. Вы человек довольно мирный, да? Вы вот 100 раз подумаете, прежде чем даже поссориться, либо же тем более вот потерять любимую женщину. Вы, я думаю, долго думали, насколько вот вы сможете жить без нее, насколько вы сможете разорвать вот эту вот связь, которая вам казалась кармической, да, потому что, ну, эта женщина была вашим воздухом, она всем для вас была. Поэтому вам очень непросто было вообще, конечно же, расходиться. Но вы это все вынесли. И причем довольно так, ну, на высоте, да, не опустились, не упали ниже плинтуса, не сгулялись, не спились, ничего. Так, смотрим. Что же готовит вам будущее? Смотрите, у вас начинается новый период. Даже если кто-то из вас еще себя ощущает каким-то, ну, таким больше одиноким, да, у которых еще такой кризисный момент не очень-то прошел, то я вас могу успокоить, что это ненадолго. Да, еще какой-то период вам взгрустнется, будете еще чувствовать себя, может быть, ненужным, ну, не очень-то таким жизнерадостным, что ли, да. Но, тем не менее, вот очень-очень в скором времени у вас кардинально поменяется жизнь. Причем поменяется так, что... Сейчас посмотрим. Смотрите. Поменяется так, что в вашу жизнь войдет даже не одна женщина. Ну, как войдет? Она-то войдет, но со своей симпатией, да? Вот смотрите, вы женщинам как и нравились, вы так и будете нравиться. Но просто вы немножечко духом воспрянете и начнете по-другому смотреть на женщин. В вашей жизни появится женщина, но скорее, я думаю, это будет для романа. Сначала это будут романы. Они будут непродолжительные. Это будут романы такие, возможно, даже у кого-то это в интернете завяжется, потом перейдет в жизнь. Либо же вы, может быть, в жизни и познакомитесь. Но это будет очень и очень такое, знаете, ну, быстротекущее. Это чисто на страстях оно будет все построено. Чуть попозже в вашу жизнь придет другая женщина. Эта женщина уже будет именно для любви, для отношений.
Вот если с вот этой женщиной, да, вот вы королева и король, вот у нас жезлов выпали, да, вы по темпераменту сходитесь, вы такие живчики могли там такое чудить, да, ну, в будущем это, вернее, я в настоящем говорю, ну, я думаю, вы поняли, да. То есть с этой женщиной вы можете, будете там и кровати ломать, и зажигать, все, да, но это опять же, это чисто страсть. А другая женщина уже пожалует в вашу жизнь, она более такая, более нежная, более домашняя, да, вот именно с этой женщиной у вас будут стабильные отношения, которые не на чистой страсти построены. Здесь уже чувства, здесь эмоции подключаются. Эта женщина абсолютно другая. Вот таких женщин я называю настоящие. Хотя вот поначалу вы будете, опять же, ну, опять же, опасения, вот эти опасения, да, которые опять у нас посещают из расклада в расклад, страх предательства, который вам так не дает покоя. Поначалу вы, знаете, вот вы даже испугаетесь. Испугаетесь этих отношений, потому что, ну уж слишком хорошо. Может даже пробежать мысль, что ну так не бывает, да, ну не бывает, а вдруг она притворяется, вот в таком духе. Потом чуть позже вы поймете, что нет, она не притворяется, она настоящая, она добрая, она хорошая, она веселая, да, она моложе вас будет. Но тем не менее, вот будут поначалу опасения. И смотрите, вы постепенно, вы до такой степени влюбитесь в эту женщину, что вы уже будете бояться ее потерять. Вот если вначале вы очень осторожно будете сходиться, да, опять же, это уже у нас не один раз было, кстати, в раскладах, то потом вы настолько вот западете на нее, настолько вот влюбитесь, что будете безумно бояться, только бы она не ушла, только бы ее не потерять, потому что, ну, это реально, ну таких женщин не бывает, да, вот это, ну, 1 на 1 000 000, как говорят. Вы будете себя накручивать, вы будете переживать, безумная ревность вас взыграет, да. Вы такой человек, который, ну, вообще вы по жизни ревнивый. Вы ревнивый, вы пахарь, вы ревнивый, вы будете все делать, чтобы, ну, я не знаю, как же это назвать, чтобы, ну, не то чтобы растворяться в ней, но вы будете стараться вот все делать для этой женщины. Вот как раньше вы делали для своей бывшей, точно так вы будете стараться и в этих отношениях. Вот именно страх потери, да, вот эта любовь ваша, она будет настолько двигать вами, настолько будет вас, ну, вдохновлять, да, это такой вот своего рода мотиватор, что ли, будет в вашей жизни. Человек, который, знаете, вот она подарит вам настолько вот такое вот ощущение какого-то умиротворения, да, настолько это будет гармонично и комфортно, что вот вы реально испугаетесь, да, вот как я сказала, что ну так не бывает, ну не может быть, ну притворяется. Да, со временем вы поймете это, потому и будете бояться ее потерять. Поэтому, ребятушки, прекрасная женщина придет в вашу жизнь. Так, смотрите еще, что я вам хочу сказать. Далее, что вас ждет? А то мы как-то в женщину эту углубились. Смотрите, работу возьмем немного, да? Кто ищет перемен там по работе, да, либо же какие-то мысли, может быть, сменить работу. Если вы сейчас будете менять работу, очень быстро вы новую не найдете. Вот здесь я могу вас огорчить. Здесь могут попадаться некоторые варианты, да, вот предлагать там какие-то, может быть, знакомства по вакансиям, да, но это будет как-то не то пальто. Вы будете присматриваться, вы будете все взвешивать, ну как-то не по душе, либо же зарплата маленькая будет, либо же это какие-то условия работы будут немного не те, что вы хотели бы. Чуть позже найдете новую работу, и там все нормально будет по финансам. Я просто говорю, что сейчас вот именно те, кто хочет поменять работу, особо не спешите. Просто не очень благоприятный период. Если вы сейчас поменяете, то будет тяжеловато, туговато. Особенно если у вас не отложена денежка на проживание, то ну, какой-то период вы будете искать работу.
Ну и опять же у нас выпала вот семейная карта, да, то есть в личной жизни у вас, в принципе, даже семейная карта падает. Вот женщина, с которой я только что описывала вам, да, женщина, которая появится в вашей жизни, которая вернет вас вообще на землю, так скажем. Так, сейчас посмотрим. И единственное, что вот еще может огорчить, такой вот неприятный привет из прошлого. Это, конечно же, появление вашей бывшей, которая может вам пудрить мозги вот именно по поводу денег и именно через детей. Вот как-то она начнет опять манипуляции вами через детей, да, начнет что-то выпрашивать, деньги, помощь какую-то. Ну, опять же, это будут хитрости, манипуляции. И я еще вам советую, не говорите ей о своем новом счастье. Это я просто настоятельно вам рекомендую не говорить. Потому что дама очень завистливая, очень злобная и очень такая, ну, я даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, в общем, такая чисто из женской мести, она может пакости вам делать, понимаете? Вот если вы скажете, если она узнает, там, что вы счастливы, чтобы не было никаких пакостей. Даже через других людей она может какие-то палки в колеса начать вам вставлять. Так что по минимуму информации для нее как-то вот старайтесь, чтобы она лучше вообще не знала ничего о вашей жизни. Вот такой сегодня расклад был. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!